привет, мои хорошие! Ну что, вы снова на канале Happy Ines, и в первую очередь я хочу вам сказать огромное вам спасибо за все подписки, за все комментарии, за все советы. Это очень сильно меня мотивирует, и я надеюсь, что и дальше вы со мной останетесь и будете смотреть мои видео. Так вот, сегодняшнее видео я хочу рассказать о том, как найти спонсора по программе U4U, потому что это очень актуальная сейчас тема. О самой программе я долго останавливаться не буду, просто кратко о ней опишу, но как найти спонсоров я обязательно вам расскажу. Итак, United for Ukrainian, то есть коротко U4U, это программа для украинцев, которая позволяет им приехать на территорию США как временная защита, то есть это не виза, не временное жительство, это временная защита и временное нахождение на территории США. Эта программа подразумевает, что вы находите спонсора, жителя США, это не обязательно должен быть гражданин, который подает за вас заявку. После того, как заявка будет одобрена, вам отправляют Travel Authorization, это такой документ, который вместо визы позволяет вам пересекать территорию границы. Я вот нашла наш Travel Authorization, я его, конечно, покажу не основную информацию, но вот основная история выглядит именно так. После того, как вы получаете Travel Authorization, вы пересекаете территорию США, и вот вы уже в США. Но помимо этого еще основным моментом в этой программе является то, что вы должны быть на момент 11 февраля 2022 года на территории Украины. И для некоторых оказалась проблема, как же показать, что мы находились 11 февраля 2022 года на территории Украины. И тут у меня для вас есть лайфхак. Конечно, я не могу без секретиков и бесполезных советов. Поэтому я рекомендую, как сделала я, по крайней мере, после того, как вы пересекли территорию Украины, на территорию Польши, Молдавии и так далее, вы делаете адвокатский запрос в пограничную службу. Почему именно адвокатский запрос? Потому что адвокатский запрос должны ответить в течение 5 рабочих дней, а на ваш обычный запрос гражданина Украины они имеют право обрабатывать в течение 30 дней. Поэтому вы делаете адвокатский запрос, чтобы вам дали информацию, какого числа пересекал Иван Иванович территорию границы Украины, допустим, с момента 1 февраля 2022 года по, допустим, в 2025 году вы пересекли по 4 января 2025 года. И вам предоставят информацию, то есть это будет официальный документ, вы его, конечно, должны будете перевести на английский язык, не обязательно, его не нужно апостилировать, его не нужно нотариально заверять, просто предоставляйте на границе США, что вот вы официальный документ получили, что вы были на территории Украины 11 февраля 2022 года. С этим закончили. Итак, первый способ. Обращайтесь в украинские церкви и украинские диаспоры на территории США. Почему украинские церкви и диаспоры? Потому что они привыкли помогать нашим. Потому что они понимают, что какая программа U4U, они понимают, как это сложно. Они понимают, что есть много еще людей, которые не приехали, но очень хотят. И поэтому я думаю, что они готовы будут помочь. Я вам рекомендую писать видео, писать письма на украинском языке, на английском языке, отправлять фотографии себя, своей семьи, описывать полностью историю, как вы проходили полномасштабную войну, может быть, как вы проходили в 2014 еще году войну. В общем, описывайте всю свою историю о том, как она есть. Итак, второй способ. Используйте волонтерские платформы. Многие американцы любят заниматься волонтерством, многие американцы ищут различные способы, как помочь. И вот, допустим, есть такие платформы, как GoFundMe или volunteermatch.org, в которых вы можете создать свою страницу, описать свою ситуацию, описать свою историю, также выставить там фотографии. Я уверена, что кто-то обязательно откликнется. Итак, третий способ – это Facebook, конечно же. Подписывайтесь на все группы Facebook американские, которые направлены на то, чтобы организовать какие-то мероприятия украинские в поддержку Украины, которые организовывают какие-то мероприятия и ярмарки. Обязательно пишите организаторам этих мероприятий, пишите о том, что вот вы не можете найти спонсора, что у вас такая-то сложилась ситуация. Почему такие варианты тоже срабатывают? Потому что люди, которые изначально создают какие-то благотворительные фонды, благотворительные организации, они уже склонны помогать. Четвертый способ. Итак, есть площадки, которые как раз и предназначены для того, чтобы привлечь свое внимание. Это краудсорсинговые платформы. Что это за платформы? Допустим, change.org или Reddit или Nextdoor.
То есть, допустим, Nextdoor — это площадка, платформа, где американцы непосредственно общаются, как соседи, между своими комьюнити, и она, в принципе, основана для того, чтобы помогать друг другу. Итак, пятый способ — это ваши социальные сети. И как бы это банально ни звучало, как бы это абсурдно ни звучало, вы действительно должны использовать свои сети. Это TikTok, это Twitter, потому что это самые активные, самые популярные сети, которые платформы используют американцы. Соответственно, стучите, и вам обязательно кто-нибудь откроет. Я искренне вам этого желаю, я искренне надеюсь, что вы действительно найдете своего спонсора. Поэтому не теряйте свои надежды, активно используйте все мои способы, и я надеюсь, что у вас все получится. Ну что, я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца, хотя оно было, конечно, коротенькое, но, надеюсь, очень полезное и эффективно для тех, кто действительно ищет спонсора. Поэтому что, не забывайте подписываться. Не забывайте, что у нас свободная страна, свободный канал, поэтому пишите комментарии, любые пишите пожелания, может быть, у вас есть какие-то свои фишки, может быть, есть какие-то свои истории, может быть, вы хотели, чтобы меньше было говорящей головы, больше какой-то лайв жизни, поэтому я буду очень рада любому комментарию, я обязательно каждому отвечу, поэтому я что? Люблю, целую, пока-пока!